Чувствуете ли вы себя в безопасности в зоопарках? Может ли быть такое? Животное является серийным убийцей людей, и ему за это ничего не делают? Или такое: горилла истязает маленького мальчика, но за гигантского примата заступается сам Илон Маск? Сегодня я расскажу вам об этих и других известных случаях ужасных инцидентов в зоопарках мира. Нападение в Новосибирском зоопарке. Ягуар — одна из самых мощных и скрытных диких кошек. У него крепкие челюсти, мощное тело и стремительный инстинкт охотника. Но, несмотря на грозную репутацию, нападения ягуаров на человека, особенно в зоопарках, случаются крайне редко. Причины таких инцидентов, как правило, кроются в стрессах, защите территории или потомства и, главное, в резком нарушении границ. Летом 2013-го в Новосибирском зоопарке произошла трагедия. Сотрудница, много лет проработавшая среди животных, зашла в вольер с самкой ягуара по кличке Белла и ее 7-месячным детенышем. По правилам, во время уборки животные должны быть изолированы. Но в тот день разделительная перегородка осталась открытой. Хищница не колебалась. Она молниеносно напала, сломала женщине позвоночник и перегрызла горло. Крики было слышно даже сквозь толстое стекло. Но слишком поздно. Медики лишь зафиксировали смерть. Эта история стала поводом для обсуждения, насколько надежна система безопасности в зоопарках. Руководство заявило: усыплять ягуара не будут. Животное поступило согласно природе, а виновата была человеческая ошибка. Вопрос о том, почему перегородка не была проверена перед началом работ, остался без ответа. Известный дрессировщик Мстислав Запашный тогда сказал: хищник рожден, чтобы нападать. Его спокойствие — иллюзия. Все трагедии происходят, когда нарушаются правила. Зверь ни в чем не виноват, он так создан. Этот случай напомнил: дикая природа не декорация и не аттракцион. Даже прирученный зверь остается хищником. И цена за иллюзию безопасности может быть слишком высокой. Слониха убила зоолога в Москве. Октябрьское утро 2007-го в Москве началось с трагедии. В помещении слоновника Московского зоопарка погибла женщина, посвятившая почти всю свою жизнь этим гигантам. Ольга Гришина проработала со слонами 25 лет. Она не просто ухаживала за ними, она жила среди них. И слоны, по словам коллег, воспринимали ее почти как мать. Но именно любовь к этим величественным животным стала роковой. Зоопарк готовился к переезду части стада в Барселону. В новом слоновнике оказалось место лишь для 3 животных из 6. Остальных решено было отправить в Испанию. Формально на время, но фактически навсегда. Переезд планировался без наркоза, по народным стандартам. Сначала там легкое успокоительное, а затем в клетке антидот. В тот день нужных препаратов у зоопарка не оказалось. Ситуация быстро вышла из-под контроля, слоны нервничали, трубили, метались. Атмосфера напоминала зону боевых действий, с тем лишь отличием, что врагом стали страх и паника. Ольга вошла в загон, пытаясь унять тревогу. В этот момент одна из слоних по кличке Бетти в панике нанесла ей удар и растоптала. Все произошло за считанные секунды. Слониха жила в зоопарке уже 22 года и никогда прежде не проявляла агрессии. Но даже самые мирные животные могут сорваться, когда попадают в условия, выходящие за пределы их понимания и привычек. Этот случай стал напоминанием: слоны не просто крупные млекопитающие. Это существа с колоссальной силой, тонкой психикой и непредсказуемой реакцией на стресс. Работа с ними требует высочайшей квалификации. И по инструкции в одном помещении со слоном должно находиться не менее 2 специалистов. У каждого электрошоковая дубинка или специальная палка с острым крюком. Но никакие регламенты не возвращают потерянную жизнь. Эта трагедия в очередной раз доказала: даже самые теплые отношения с животным не отменяют инстинкта и страха. И тот, кто каждый день делит пространство с дикой природой, всегда рискует, даже если считает, что его любят. Горилла Харамбе и мальчик в Цинциннати. Гориллы – миролюбивые социальные животные. Но при нарушении границ своей территории, особенно в состоянии тревоги, они могут стать непредсказуемыми. Именно это и произошло в мае 2016-го в зоопарке города Цинциннати. 3-летний мальчик пробрался через ограждение и упал в ров с гориллой по кличке Харамбе, 17-летним самцом весом в несколько сотен фунтов. Животное схватило ребенка. В течение 10 минут горилла таскала малыша по вольеру, вызывая панику у посетителей и персонала. Перед сотрудниками зоопарка встал мучительный выбор. Применить транквилизатор означало рисковать жизнью ребенка. Снотворное не действует мгновенно, и каждое промедление могло оказаться фатальным. Тогда охрана приняла решение застрелить гориллу. Мальчика спасли. Он отделался легкими травмами.
Но история этим не закончилась. Смерть Харамбе вызвала бурю общественного негодования. Сотни тысяч людей подписали петиции, требуя наказать родителей за халатность. Звучали и обвинения в адрес зоопарка. Мол, можно было поступить иначе. Директор зоопарка ответил прямо: сотрудники действовали безошибочно. Когда на кону жизнь ребенка, не может быть компромиссов. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и стал символом сложных моральных выборов на границе между безопасностью человека и судьбой дикого животного. А спустя 3 года, 30 марта 2019, предприниматель Илон Маск выпустил музыкальный трек, посвященный Харамбе, как напоминание о трагедии, оставившей след далеко за пределами зоопарка. Бизон напал на девочку. Бизон – гигант североамериканских прерий. Мирный с виду, он веками был символом силы и выживания. Но этот травоядный колосс весом до 900 фунтов становится непредсказуемым, когда чувствует угрозу, особенно если рядом детеныши. Летом 2019-го в Йеллоустонском национальном парке произошел случай, который моментально облетел весь интернет. 9-летняя девочка оказалась слишком близко к бизону. Хищник это или нет, значения не имело. Животное внезапно рвануло вперед и подбросило ее в воздух на глазах у шокированных туристов. На видеозаписи, снятой очевидцами, видно, сначала бизон спокойно стоит на поляне, но в следующую секунду стремительный рывок, и ребенок летит над землей, словно тряпичная кукла. К счастью, девочка выжила. Ее госпитализировали, но серьезных травм удалось избежать. Тем не менее, этот инцидент стал тревожным напоминанием. В дикой природе нет сценических границ. Здесь животное не экспонат, а хозяин. Администрация парка не раз предупреждала: приближаться к крупным животным ближе, чем на 25 ярдов, строго запрещено. В тот день дистанция была меньше 2. Люди подошли слишком близко, словно забыв, что Йеллоустон не декорация и не зоопарк под открытым небом. Это живая, первозданная природа. И даже самый спокойный бизон может в долю секунды превратиться в неконтролируемую силу. Касатка – серийная убийца. Самым грозным хищником океана, вопреки стереотипам, является не акула и не кит. Это касатка – морской дельфин, сочетающий интеллект, силу и охотничий инстинкт. В дикой природе они охотятся слаженно, почти как волки, и могут справиться даже с большим китом. Но в неволе их поведение меняется. Психологическая перегрузка, скученные условия, монотонность – все это накапливает агрессию, словно сжатая пружина. Среди всех известных касаток одна получила всемирную печальную славу. Тиликум – самец весом 5 тонн и длиной около 7 ярдов. Он стал известен не только размерами, но и трагическими событиями. Сначала он жил в канадском аквапарке Sealand of the Pacific. Там произошла первая трагедия. Одна из дрессировщиц спустилась в воду, и животные схватили ее, перебрасывая из пасти в пасть. Женщина погибла. После этого касатку перевели в американский SeaWorld. Спустя несколько лет, в 1999-м, был найден труп мужчины в бассейне с касатками. По версии следствия, посетитель остался в аквапарке после закрытия и, возможно, сам спрыгнул в воду. Его тело нашли утром, оно плавало на поверхности рядом с Тиликумом. Но по-настоящему громким стало происшествие 24 февраля 2010-го. Во время выступления Тиликум находился в бассейне вместе с дрессировщицей Доэн Браншо. Очевидцы рассказали, за мгновение до трагедии женщина лежала на животе у самого края, лицом к лицу с касаткой. Ее волосы, собранные в хвост, оказались в пасти животного. Это, как предполагают специалисты, могло стать триггером. Игра или инстинкт, но в считанные секунды ситуация вышла из-под контроля. Сотрудники попытались загнать касатку в сеть, но было уже поздно. Тело Доэн достали спустя 20 минут. Несмотря на это, Тиликум продолжал участвовать в шоу вплоть до 2016-го. Лишь болезнь легких вывела его из программы. В январе 2017-го он погиб. Судьба Тиликума – это символ и предупреждение. Даже самое умное и дружелюбное на вид животное остается частью дикой природы. И когда ее заключают в бетонный резервуар, игнорируя инстинкты и потребности, последствия могут быть роковыми. Не только для животного, но и для человека. Незадачливый дальнобойщик. Апрель 2013 года. Частный зоопарк неподалеку от поселка Редкино в Тверской области. Обычное субботнее утро превратилось в кровавый эпизод, достойный хроники самых нелепых и трагичных происшествий. 34-летний дальнобойщик по имени Алексей решил покормить зверя колбасой, но прежде чем подойти к клетке, мужчина пересек железное ограждение, чтобы справить нужду прямо рядом с вольером. А потом, будто забыв, что перед ним не домашняя кошка, начал дразнить хищника. Перед ним был тигр по кличке Барсик.
И когда Алексей поскользнулся и рухнул на землю, зверь не колебался. Он молниеносно вцепился в ногу нарушителя. Все произошло на глазах у других посетителей, среди которых были и дети. Врачи сумели спасти жизнь, но не конечность. Мужчине ампутировали ногу. Нападения львов и тигров на человека в неволе случаются редко, но каждая из них как предупреждение. Даже если хищник выглядит сытым, ленивым и почти ручным, его инстинкты никуда не делись. Он по-прежнему реагирует на вторжение в свое пространство агрессией. И разница между забором и клеткой иллюзорна. Шаг за грань, и природа напоминает о себе со всей жестокостью. Этот случай стал очередным примером того, как отсутствие элементарной осторожности может обернуться трагедией. Уважение к дикой природе – не опция, а необходимость. Лев в Крымском парке. Октябрь 2024 года. Крымский парк львов Тайган. Место, где хищники мирно лежат на солнце, принимая туристов в открытых сафари, вдруг стало ареной трагедии. 2 льва напали и загрызли управляющую Леокадию Перевалову. Женщина, проработавшая в этом парке 17 лет, зашла в вольер и, как позже выяснилось, не закрыла засов между отсеками. Хищники вышли мгновенно. Спасти ее не удалось. Директор парка Олег Зубков назвал погибшую опытным специалистом. Он подчеркивал, животные не могли открыть шибер сами. Ошибка была человеческой. Но почему она произошла? Как женщина с таким стажем могла забыть о главном правиле? Начались обсуждения. Кто-то говорил об усталости, о рутине, которая притупляет внимание. Были и технические претензии, надежность системы, доступность страховки, четкие протоколы безопасности. Следственный комитет завил по результатам проверки. Даже профессионалы не застрахованы от риска. Работа с хищниками требует не только знаний, но и полной концентрации. Каждый день, каждую минуту. Отдельный вопрос вызвало и поведение коллег. Почему помощь не пришла сразу? Где была отработанная координация? Где экстренная реакция? Трагедия в Тайгане стала горьким напоминанием. Дикая природа всегда остается дикой, а между человеком и хищником не решетка, а лишь тонкая грань внимания и дисциплины. Нарушишь ее, и плата может оказаться смертельной. Нападение волчьей стаи. Все произошло 17 июня 2012 в зоопарке Кальморден, расположенном недалеко от шведского города Норрчопинг. 30-летняя сотрудница вошла в вольер к 8 волкам. Хищники внезапно напали и нанесли ей смертельные ранения. У женщины была рация, но воспользоваться ею она не успела. Когда спасатели и медики прибыли на место, пробраться внутрь им долго мешали агрессивные животные. Это был не первый тревожный сигнал. Еще в апреле того же года волк укусил 15-летнюю девочку, а летом предыдущего пострадала другая посетительница. Но ни один из этих инцидентов не вызвал бурной реакции. В Швеции волки традиционно не считаются опасными для человека. Зоопарк Кольморден Кэму – один из крупнейших в Европе. Его гордость – просторные вольеры без клеток. Животные там содержатся в условиях, максимально приближенных к дикой природе. Посетители могли даже заходить внутрь вольеров вместе с гидами. Именно эта программа, предположительно, и привела к трагедии. После случившегося зоопарк резко пересмотрел правила безопасности. Экскурсии внутрь вольеров с хищниками отменили. Началась масштабная проверка. От условий содержания животных до внутренней системы связи. Следствие выяснило, в тот день сотрудница вошла в вольер одна. Это соответствовало регламенту, но именно в тот день стая повела себя иначе. Эксперты считают, что волки могли среагировать на нарушение иерархии или на ощущение угрозы своей территории. Тигр в Барнаульском зоопарке. Амурский тигр – хищник-одиночка, привыкший к просторам и тишине. Он обитает в лесах Дальнего Востока и крайне ревностно относится к своей территории. Все известные нападения на человека со стороны амурского тигра происходят не по его вине, а по вине людей, нарушивших границы. Один из таких случаев произошел в апреле 2016-го в Барнаульском парке «Лесная сказка». Вечером, уже после закрытия, 2 школьницы проникли на охраняемую территорию и не просто подошли к вольеру. Одна из них перелезла через ограждение, чтобы подразнить хищника. Тигр весом около 600 фунтов отреагировал мгновенно. Он схватил девочку за ноги, нанеся глубокие рваные раны. Спасло ее только вмешательство прохожих, которые отвлекли животное, а затем вызвали помощь. Подростка удалось прооперировать, она избежала инвалидности. В ее крови обнаружили алкоголь, полпромилле. Это еще раз подчеркнуло, трагедии зачастую становятся результатом не жестокости зверя, а безрассудства человека. Инцидент выявил сразу несколько уязвимостей: недостаточную защиту территории, слабый контроль доступа, отсутствие предупреждающих систем. Зоопарк усилил охрану, но вопросы остались. Почему подростки смогли беспрепятственно проникнуть в опасную зону? Кто несет ответственность? Администрация, не обеспечившая защиту, или нарушители, игнорировавшие опасность? Амурский тигр остался в зоопарке, и в этом решении была своя логика. Он действовал по инстинкту. Как и всегда в подобных историях, хищник становится зеркалом и отражает не дикость, а ошибки цивилизации.
Месть льву в Кабуле. История, случившаяся в Кабуле в 2009-м, звучит как античная трагедия. Здесь есть все: гордыня, смерть, месть и неумолимая цепь событий, выходящая за пределы здравого смысла. В зоопарке афганской столицы молодой мужчина перелез через ограждение вольера со львами. Он не реагировал ни на крики очевидцев, ни на предупреждения сотрудников. Все происходило так, будто он хотел что-то доказать. Свою силу, смелость или, возможно, неприкосновенность. Что именно подтолкнуло его к этому шагу, так и осталось неизвестным. Версий было много: аффект, алкоголь, наркотики. Но никаких подтверждений не нашли. По всему выходило, что он действовал сознательно. Может, хотел поразить публику, испытать судьбу или совершить демонстративный жест, который запомнят. Но лев воспринял человека как угрозу. Все произошло стремительно. Один прыжок, и тело мужчины оказалось в лапах хищника. Свидетели не успели даже опомниться. Казалось бы, на этом история могла закончиться. Но она приняла новый, еще более мрачный оборот. Спустя некоторое время в том же вольере прогремел взрыв. Бомбу заложил брат погибшего. Он проник на территорию зоопарка и попытался отомстить. Не человеку, не обстоятельствам, а зверю. Лев уцелел, но получил травмы. Так трагедия превратилась в акт варварской мести, словно из хроник кровной вражды. Рациональность здесь бессильна. Осталась только боль, ярость и бессмысленная жестокость, с которой человек снова и снова сталкивается, встречаясь с дикой природой и с собой. Если вы оказались лицом к лицу с диким животным, инстинкт может подсказывать одно – бежать. Но именно это делать не стоит. Не убегайте, не делайте резких движений, не шумите. Не смотрите на него, прямой взгляд воспринимается как вызов. Если ситуация обостряется, защита становится необходимой. В ход идет все: палка, камень, рюкзак, перцовый. В этих простых, но глубоких правилах стратегия выживания.